Приветствую вас на канале «Книги, истории, факты». В этом видео я хочу рассказать 150 удивительных фактов, под которые легко уснуть. Прошу поставить лайк сейчас, до просмотра видео, это очень важно для нас. Вы всегда сможете его убрать, если видео вам не понравится. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, если вы здесь впервые. Включайте все уведомления, чтобы ничего не пропустить, ведь новые работы выходят регулярно каждую неделю. Приятного просмотра! Начнем. 1. Клинт Иствуд в свои 95 лет не знает, что делать с накопленным за долгую жизнь богатством. Его состояние оценивается в $375 миллионов. Как потратить такую огромную сумму, когда тебе, если честно, уже ничего не хочется? Например, актер и продюсер владеет одними из самых роскошных отелей в мире. Ему принадлежит вилла в Калифорнии за $8 миллионов, ранчо в городе Кармеле, тоже Калифорния, за $11 миллионов и поместье в Беверли-Хиллз за $12 миллионов. Ему также принадлежат часы Rolex стоимостью $800 тысяч, классическая скульптура стоимостью $2 миллиона и картина Пикассо стоимостью $5 миллионов и так далее и тому подобное. Но все это его больше не интересует. Единственное желание звезды Голливуда – отдавать. Он уже пожертвовал $28 миллионов на помощь ветеранам. Он покрыл медицинские расходы 80 детей, больных раком, и теперь планирует выделить оставшиеся миллионы на улучшение жизни самых нуждающихся. Между прочим, у Клинта 8 своих детей. Самому старшему сыну уже за 70. Почему он не отдаст деньги им? По его мнению, всего нужно добиваться упорным трудом, и дармовые деньги только портят младшее поколение. 2. Индейцы жили на территории Америки, но белые колонисты их уничтожили. В это число входят не только англосаксы, но и испанцы с португальцами. Эти потери происходили на протяжении 400 лет. Однако в США индейцы подвергались целенаправленному уничтожению, а в других странах больше страдали от болезней и эксплуатации. На фото последняя из могикан. Индейская девушка, 1960-е. 3. Примерно 600 лет назад в Европе большую популярность завоевали кровати-кабинеты. Эти уютные деревянные сооружения не только дарили комфортный сон, но и становились камерным миром внутри дома. Они удерживали тепло тела, согревая в холод, и надежно скрывали от посторонних глаз. В эпоху, когда личное пространство было роскошью, такая кровать превращалась в тихую крепость, островок приватности и безопасности. Она была не просто мебелью, а настоящим убежищем, местом, где можно было укрыться от шума и суеты средневекового быта. 4. Мужчина случайно обнаружил старую фотографию своей жены и заметил на заднем плане знакомую фигуру. Приглядевшись внимательнее, он с удивлением понял, что этот человек – он сам, запечатленный на снимке задолго до их знакомства. Эта неожиданная находка стала настоящим открытием и поводом для воспоминаний. После свадьбы в 2012 году супруги решили вновь посетить то самое место, где, как оказалось, их пути пересеклись впервые. Они сделали совместное фото, символизирующее начало их истории любви, которая началась задолго до официальной встречи. 5. Самая рискованная фотосессия 2015 года развернулась на легендарной вершине Маттерхорн. Швейцарский фотограф Роберт Бош ради идеального кадра работал на отвесных утесах и под ледяным ветром заснеженных Альп. Повод был особенный – 150 лет с момента первого восхождения Эдварда Уимпера и его команды на эту опасную гору. Производитель альпинистского снаряжения «Мамут» решил отметить дату зрелищно.
Сотни альпинистов поднялись по хребту Хёрнли, зажгли ярко-красные огни и выстроили светящуюся нить маршрута, повторив путь первопроходцев. На фоне темного неба и вечных снегов этот огненный след стал символом человеческой отваги и стремления покорять невозможное. 6. После гибели Юрия Алексеевича Валентина Ивановна больше не выходила замуж и не давала никаких интервью. Ее дочери выросли, а потом и внуки, и ей даже посчастливилось увидеть правнука. Каждое утро, глядя из окна своей квартиры в Звездном, она наблюдала за уходящим мужем. В нескольких метрах от окна стоит памятник Юрию Гагарину, сжимающему в руке ромашку. Затем она кормила попугая Лору, которого когда-то, полвека назад, ей подарил муж. Она продолжала ждать. Год за годом, день за днем, 50 лет. И любила своего Юру так же сильно, как и в далеком 1957 году, когда сказала ему «всегда вместе». 7. Колокола или пампасная кошка – одна из самых редких и малоизученных диких кошек Южной Америки. Эти кошки обитают главным образом в Чили, а также в некоторых других районах Анд, на равнинах, в кустарниковых зонах и редколесьях. Несмотря на название «пампасная», встречаются они не только в пампасах, но и в горных районах на высоте до 5000 метров. Колокола – одиночные и крайне скрытные животные. Они ведут ночной образ жизни и избегают контактов с человеком, поэтому их почти невозможно встретить в дикой природе. Из-за этого данных об их численности, размножении и повадках крайне мало, и даже оценки численности сильно разнятся. МСОП относит вид к категории «близкий к уязвимому положению», так как среда обитания сокращается из-за сельского хозяйства и урбанизации. 8. В 1922 году в Университете Торонто ученые отправились в больничную палату к диабетическим детям, большинство из которых были в коме и умирали от диабетического кетоацидоза. Этот факт известен как один из самых невероятных моментов медицины. Представьте себе комнату, полную родителей, сидящих у кровати в ожидании неизбежной смерти их ребенка. Ученые переходили от кровати к кровати и вводили детям новый очищенный экстракт – инсулин. Когда они начали вводить новое вещество последнему коматозному ребенку, первый ребенок начал пробуждаться. Затем один за другим все дети стали оживать после диабетической комы. Комната смерти и мрака стала местом радости и надежды. Спасибо, доктор Бантинг и доктор Бест. 9. Самая длинная дорога в мире, которую можно пройти пешком, простирается примерно на 22 тысячи километров и ведет от Кейптауна, Южная Африка, до Магадана, Россия. Этот путь проходит через Африку, Ближний Восток и Азию, охватывая разнообразные ландшафты и климатические зоны. Этот маршрут считается самым длинным непрерывным пешеходным путем, который не требует пересечения океанов или крупных водоемов. Если кто-то решится пройти его целиком, это займет несколько лет и потребуется огромное количество физических и моральных сил. 10. Эти фотографии не генерации и не фотошоп. Так выглядит с разных ракурсов статуя богини Каннон в Сэндае, Япония. Ее высота 100 метров, а внутри статуи расположен буддийский храм с панорамным видом на Сэндай, а вход выполнен в виде пасти дракона. Каннон – богиня милосердия в японской мифологии. Кстати, по легендам, она умеет перевоплощаться, в том числе в кошку. Именно из легенды про кошку родились те самые талисманы – котики, которые машут лапкой. А еще в ее честь названа компания Canon. 11.
Где-то на этих фотографиях спрятались снежные барсы. Вы сможете их найти? Давным-давно я считал, что снежный барс не так уж и хорошо маскируется. Нет, может, для копытных они и мастера маскировки, но у нас-то зрение получше будет. Тем более, что это пятнисто-контрастная кошка весом до 40 кило. Ну куда такое чудо спрячешь? Потом я увидел фотографии вроде этих и мысленно извинился перед ирбисами. Был неправ, каюсь. 12. Итальянский художник Джузеппе Пенноне в 1968 году установил свою уникальную скульптуру в центре города Нэшер, Даллас, США. Слепок для работы он сделал со своей собственной руки и прикрепил его к молодому саженцу. С годами дерево росло, утолщалось и словно врастало в скульптуру, создавая потрясающий эффект, будто рука художника бережно сжимает ствол. Сам Пенноне писал в 1968 году: «Я чувствовал, как дышит лес, слышал медленный, но неумолимый рост деревьев. Я слил свое дыхание с этим зеленым миром вокруг меня. Я чувствовал энергию дерева под моей рукой». И по сей день скульптура и дерево продолжают существовать как единое целое, напоминая о связи человека с природой и ее неостановимом движении. 13. Ученые из университета Эмори доказали, что собаки любят своих хозяев больше, чем еду. В исследовании с использованием МРТ у 13 из 15 собак активность мозга при похвале от хозяина была равна или выше, чем при получении лакомства. Это подтвердилось и в эксперименте. В 80-90% случаев собаки выбирали хозяина вместо еды. Результаты опровергают старую теорию о машинах Павлова и показывают, что собаки ценят человеческий контакт сам по себе. Их мозг устроен так, что дружба с человеком является внутренне значимой и приносит им настоящее удовольствие. 14. Арктические зайцы – мастера маскировки. Их густой белоснежный мех не только сохраняет тепло в условиях экстремального холода, но и делает их практически неразличимыми среди сугробов и снежных равнин. Зимой они напоминают пушистые снежные комки, сбиваясь в группы и прячась от хищников. Мех этих животных меняет цвет в зависимости от сезона. Летом он становится серым или коричневым, чтобы сливаться с каменистым тундровым пейзажем. Арктические зайцы могут развивать скорость до 60 км в час, спасаясь от лисиц, волков и пернатых охотников. 15. Археологические чудеса – это дыхание истории, воплощенное в камне, металле и песке. Их создали руки древних мастеров, чтобы бросить вызов времени. Но века, войны и равнодушие человечества оставили на них свои следы. Пирамиды Гизы, Египет. Когда-то они ослепляли белизной известняковых плит, сверкающих под солнцем. Сегодня это строгие и величественные силуэты, напоминания о вечности и тайнах, которые еще предстоит разгадать. Колосс Родосский, Греция. Гелиос, стоящий у входа в гавань, встречал корабли своей железной поступью. Сейчас там лишь ветер и морская пена, несущие память о славе, канувшей в лету. Пальмира, Сирия. Дворцы и храмы древнего города поражали роскошью и гармонией форм. Теперь ее руины словно скорбят о хрупкости красоты перед лицом времени и человеческой жесткости. Висячие сады Семирамиды, Ирак. Может, это миф, может, реальность, но сама идея висящих над землей террас, утопающих в зелени и цветах, до сих пор зовет нас в мечту о потерянном рае. Мавзолей в Галикарнасе, Турция. Однажды его мрамор сиял под солнцем, украшаемый гениями античной скульптуры. Теперь от него осталась лишь тень,
но даже она говорит о величии ушедшей эпохи. Александрия, Египет. Здесь горела библиотека, и свет ее знаний был утрачен. Сегодня город живет и дышит, но древние стены помнят времена, когда он был сердцем античного мира. Эфес, Турция. Храм Артемиды больше не возвышается над горизонтом, но его руины все так же шепчут истории о величии богини и людях, которые верили в ее силу. Лептис Магна, Ливия. Забытый город в песках, римская жемчужина пустыни, где каждый камень хранит эхо форумов, базаров и императорских амбиций. Хатра, Ирак. Когда-то центр торговли и веры, ее стены стояли неприступными. Теперь это лишь разрозненные фрагменты, но даже они рассказывают о былой мощи. Эти места — напоминание о том, что ничто не вечно, но в их молчании есть и утешение. Человеческий гений переживает века, вдохновляя нас искать, творить и помнить. 16. Бурма или бурманская короткошерстная кошка. Порода, которую отличает мускулистое, крепкое тело, короткая блестящая шерсть, большие округлые глаза. Бурмы ласковы, игривы, привязаны к человеку, терпимы к соседству с другими кошками, а также с собаками. Точное происхождение и возраст породы неизвестно. Отсчет истории породы в Европе и США ведется с 1930 года, когда заводчик сиамских кошек Джозеф Томпсон получил в подарок кота шоколадного окраса, привезенного с западного побережья Бирмы. Кот по кличке Вонг Мау заинтересовал Томпсона, и он решил использовать его в разведении, скрестив с сиамской кошкой, имеющей темно-коричневые отметины. Из первого полученного помета для дальнейшего разведения были отобраны котята, унаследовавшие окрас Вонг Мау. Именно они и стали прародителями современной бурманской кошки. В 1970 году в Великобритании кошка породы Бурма родила рекордное количество котят – 19. Выжило из них 15 котят, среди которых была одна кошка, а все остальные – коты. У себя на родине, в Бирме, предки этих кошек считались реинкарнацией душ монахов и являлись почетными жителями храмов. Также считалось, что эти кошки становятся проводниками души умершего в загробной жизни. 17. На этой фотографии можно наглядно увидеть различия между понятиями Великобритания, Соединенное Королевство и Британские острова. 18. Светлячки – настоящие мастера биолюминесценции. Их брюшко светится из-за химической реакции между люциферином и ферментом люциферазой. В некоторых районах Юго-Восточной Азии и Америки можно увидеть, как тысячи светлячков мигают одновременно, превращая лес в мерцающую гирлянду. Ученые до сих пор не до конца понимают, каким образом им удается так идеально синхронизироваться. 19. Это лягушка-галактика, редчайшая крошка, которая встречается только в западных Гхатах Индии. Ее кожа темная и блестящая, с крошечными белыми пятнышками, будто усыпанная звездами. Когда-то ее считали исчезнувшей, пока в 2010 году вид не нашли снова. Сегодня же ей угрожает исчезновение, слишком мало мест обитания и слишком мал ареал. Маленькая лягушка, которая носит на себе целую вселенную. 20. Морская овечка. Претендент на звание «Самый милый житель океана». У этих забавных маленьких существ морда коровы или овцы, а спина напоминает комнатные растения. Морские овечки – крошечные животные, вырастают в длину в среднем до 5 мм, максимум сантиметр. Живут на мелководье у берегов Японии, Индонезии и на Филиппинах. Второе название – листовая овца. Щупальца рожки
которые внешне напоминают рога домашних животных, помогают морской овечке получать данные о составе воды и искать пищу. Это животное, но которое при этом способно питаться за счет фотосинтеза, как растение. Этому помогают те самые необычные лепестки на спине. Ученые называют их биологические солнечные батареи. Морская овечка питается водорослями, в лепестках копит запасы на всякий случай. В ходе эксперимента ученые выяснили, что запасов в лепестках хватит овечке на 10 дней. 21. Фотограф Ив Адамс искал редчайшего желтого королевского пингвина, а нашел еще более удивительное чудо – пингвина меланиста. Из-за избытка меланина его перья полностью черные, с металлическим зеленым отливом вместо привычных желтых отметин. Такие птицы невероятно редки, и увидеть его среди колонии – настоящее открытие и напоминание о разнообразии природы. 22. Опоссум – это вовсе не странный зверек, которого стоит бояться, а один из самых полезных соседей в дикой природе. За одну ночь он может уничтожить до 2000 клещей, снижая риск болезней вроде лайм-боррелиоза для людей и питомцев. При этом опоссумы не агрессивные, не разносят бешенство и почти не представляют угрозы человеку. Наоборот, они работают как настоящие ночные санитары. 23. В 1999 году парашютистка Джоан Мерри упала с высоты 4400 метров с нераскрывшимся парашютом, летела со скоростью 80 миль в час и выжила. Ее жизнь спас тот факт, что она приземлилась на огромный муравейник огненных муравьев. Именно прижигание от более 200 укусов этих муравьев поддерживали ее нервную систему и сердце в ритме, вызывая сильный выброс адреналина. Муравьи выделяют яд, известный как солинопсин. Джоан провела в коме 2 недели, но полностью восстановилась после 20 реконструктивных операций и 17 переливаний крови. Ей вставили штыри в ноги и спицы в таз, чтобы, по сути, собрать ее заново. 24. Самый крошечный розовый краб-царь найден в Мексиканском заливе. Он такой малюсенький и все равно важен для океана. Даже малыши поддерживают баланс жизни в море. Ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований назвали его колючим комочком милоты. И трудно не согласиться. 25. Феномен острова Чамп – след исчезнувшей цивилизации или результат геологических процессов, происходящих в недрах нашей планеты. Кто знает, но со всей уверенностью Чампу по праву можно назвать одним из чудес света. Вся поверхность острова усыпана камнями идеальных форм, разных размеров, от очень маленьких до весьма внушительных размеров валунов, превышающих человеческий рост. Что примечательно, они расположены по всему побережью, и ни одного из них вы не встретите в центре острова. Интересно и то, что шары можно увидеть только в этой части архипелага. Природа происхождения камней до сих пор остается загадкой. Сегодня существует несколько теорий их происхождения. Один из самых популярных – шары, образовавшиеся в результате вымывания камней до идеально круглой формы талой водой ледников. 26. Ленин на полюсе недоступности. В Антарктиде есть полюс недоступности. Это точка, максимально удаленная от берегов Антарктиды. Одно из самых труднодоступных мест на Земле. Ну и, конечно же, в таком чудесном месте не могла не быть основана советская научная станция. На постаменте над станцией был установлен бюст Ленина, обращенный в сторону Москвы. Станция давным-давно не действует, ее полностью замело снегом за десятилетия. Но Ленин чудесным образом до сих пор сохранился и стоит там как памятник,
возвышается над снегами. В 2020 году китаянка Фэн Цзин решила сходить пешком на лыжах на этот самый полюс недоступности, без помощи транспортных средств. Прошла 1800 километров за 80 дней. Стала первой женщиной, добравшейся пешком до этой точки. Теперь на Ленине снова красуется красный флаг. Правда, теперь это флаг Китая. Она шла не одна, а в составе экспедиции. Это к вопросам про еду и прочее. Не все на себе тащила. При этом маршрут преодолела на лыжах самостоятельно. Полюс недоступности находится на высоте 3700 метров над уровнем моря. То есть мы имеем не только низкие температуры, но и недостаток кислорода. Это, по сути, восхождение на гору. 27. Каждую осень над лесами графства Донегол в Ирландии появляется чудо — огромный золотой кельтский крест, сияющий на фоне темно-зеленых сосен. Это не мистический знак и не игра природы. Его создал лесничий Лайам Эмери, высадив среди обычных сосен около 3000 японских лиственниц в особом порядке. Осенью их хвоя желтеет, и крест вспыхивает золотом, как благословение, видимое с неба. Лайам трудился над своей живой композицией 11 лет, а результат мир увидел только спустя еще столько же, уже после его смерти. В 2016 году пилоты, пролетающие над лесом, впервые заметили это чудо. Эмери почти никому не рассказывал о своем замысле. Он просто сажал деревья в тишине, с верой и любовью к родной земле. Теперь его творение будет видно еще десятки лет, как напоминание о человеке, который посеял свет в лесу и тем самым стал частью самой Ирландии. 28. Божья коровка. Все боятся ее, кроме людей. Ядовитая кровь и постоянный аппетит. Как вы относитесь к божьим коровкам? Цените их за защиту растений от вредителей или же с улыбкой гоняете их прочь? В любом случае, с точки зрения большинства животных, ваше поведение кажется странным. Практически все другие существа испытывают к ним либо страх, либо ненависть. Для таких вредителей, как тля, щитовки и паутинные клещи, божьи коровки — это пятнистые и круглые убийцы, прожорливые и беспощадные. Одного жука достаточно, чтобы уничтожить целую колонию, ведь он способен съесть до 100 насекомых за день. И даже муравьи, охраняющие тлю, не могут справиться с этим жуком. Его крепкие надкрылья покрывают почти все тело, а мощные челюсти позволяют откусить муравью лапу. Только слаженные действия нескольких десятков муравьев способны временно отогнать божью коровку от тли. Если же самка божьей коровки встретит беззащитную колонию вредителей, она не станет их есть, а поступит еще хуже – отложит рядом яйца. Через 1-2 недели из них появятся личинки, каждая из которых голоднее взрослого жука. За несколько дней личинки полностью уничтожат колонию тли, а затем разбредутся по дереву в поисках новых жертв. Если не найдут их, нападут на других мелких насекомых. Личинки божьих коровок – это активные и подвижные хищники с мощными челюстями, способные справиться даже с мелкими пауками. Сам же жук, пожалуй, одна из самых неприятных добыч. Помимо силы, защиты и болезненных укусов, эти насекомые еще и ядовиты. Их гемолимфа содержит более 50 токсинов, для каждого нужен особый антидот. Главным ядом является канторидин, вещество, вызывающее ожоги кожи и нарывы. При попадании на слизистые он вызывает сильное жжение, а на коже – зуд и волдыри. Когда жук чувствует опасность, из его сочленений коленных суставов вытекает его горькая и жгучая кровь, содержащая токсичные алкалоиды. Божья коровка знает, лучше немного кровоточить, чем погибнуть. Эффективная защита божьей коровки породила подражателей по всему миру. Южноамериканские жуки, филиппинские тараканы и некоторые японские пауки маскируются под нее, чтобы не стать добычей хищников, хотя и не обладают ее ядовитостью. Но хищники настолько боятся божьих коровок, что их плохая слава распространяется и на имитаторов.
Людям бояться божьих коровок не стоит. Их яд не пробивает толстую человеческую кожу, разве что при большом количестве или если кожа чувствительная. Но есть этих жуков не рекомендуем, можно серьезно отравиться. Зачем же их есть, если можно просто попросить хлеба? 29. 72-летний Мухаммед Азиз уже более 43 лет каждый день проводит за книгами по 6-8 часов чтения в сутки. По его словам, за жизнь он прочитал более 5000 книг. Его лавка прямо на улице, книги лежат открыто, без замков и охраны. Когда его спросили, не боится ли он, что книги украдут, Мухаммед просто улыбнулся и ответил известной арабской поговоркой: «Читатель не ворует, а вор не читает». В этой фразе целый мир. Тихая вера в людей, уважение к знанию и ощущение, что книга сама выбирает своего читателя. Иногда кажется, что такие люди — это последние хранители спокойного, неспешного мира, где доверие все еще важнее замков. 30. Эта зимняя улица в Амстердаме выглядит как кадр из фильма. Перед тобой обычная жилая улица, но зима превращает ее в сказочный тоннель. Старые деревья изгибаются и переплетаются над дорогой, образуя природную готическую арку. Снег ложится на кору неровными мазками, подчеркивая каждую складку, каждую линию, словно художник выделяет их белой пастелью. По краям стоят велосипеды и припаркованные машины, притихшие под легким снежным покрывалом. Город здесь не исчезает. Он просто на мгновение замедляется, словно задерживает дыхание. И в этой тишине одинокий велосипедист. Его крошечный желтый огонек — единственное теплое пятно в холодной палитре. В Амстердаме велосипед остается спутником и в дождь, и в туман, и в снег. Поэтому этот свет кажется символом живого пульса города. Маленький, но упрямый, неугасающий. Такие улицы можно встретить в районах Де Пайп, Аут-Вест, возле старых каналов, там, где платаны и липы растут так давно, что превратили город в бесконечную серию природных галерей. Зимой они становятся почти мистическими. Шаги глухнут, воздух густеет, а расстояния кажутся длиннее, чем есть на самом деле. Это тот Амстердам, который показывают редко. Не туристический, не открыточный, а призрачный, зимний, почти сновидческий. Город, живущий в ритме тумана и света маленьких велосипедных фонарей. 31. Невероятная детализация мрамора, правая стопа Геркулеса в работе Антонио Кановы «Геркулес и Лихас», 1795. Мастерство Антонио Кановы в деталях. Фрагмент правой стопы из скульптурной композиции «Геркулес и Лихас», конец XVIII века. Эта скульптура находится в Национальной галерее современного искусства в Риме. Канова изобразил момент безумия Геркулеса, когда тот, мучимый ядом отравленного плаща, выбрасывает юного Лихаса в море. 32. На снимках мы видим крокодилового каймана, чья голова и спина буквально усыпаны яркими тропическими бабочками. Это явление называется лахрифагия, от латинского «лакрима» — слеза, и греческого «фагейн» — поедать. В природе бабочкам часто не хватает жизненно важных минералов, в первую очередь натрия, который редко встречается в нектаре цветов. Бабочки садятся на глаза рептилий, чтобы пить их слезы. В них содержится высокая концентрация солей, необходимых насекомым для размножения и обмена веществ. Кайман, кажется, совсем не против такой короны. Он замирает на бревне, принимая солнечные ванны, и позволяет бабочкам кружить вокруг себя. Для него это не представляет угрозы, а бабочки получают свой ценный ресурс.
Кайман приоткрыл пасть, возможно, он просто регулирует температуру тела, но в сочетании с бабочками это выглядит так, будто природа решила подшутить и превратить опасного охотника в сказочного персонажа. 33. Капибара – это, пожалуй, единственный обитатель животного мира, который умудрился сдать экзамен по дипломатии на высший балл. В интернете их давно прозвали «живыми диванами» и «мастерами дзена», и это не просто забавные мемы. Дружелюбие капибар – феномен, который удивляет даже биологов. Вот почему эти гигантские грызуны считаются самыми дружелюбными существами на планете. Если вы увидите фотографию, где на спине у кого-то сидит птица, обезьяна или даже отдыхает крокодил, с вероятностью 99% этим кем-то будет капибара. У них нет естественной агрессии к другим видам. Почему так происходит? Они достаточно крупные, чтобы их не обижали мелкие хищники, но при этом сами являются вегетарианцами. Капибары – отличные грелки. Другие животные часто забираются на них, чтобы согреться или использовать их как высокую точку обзора. Птицы часто сидят на капибарах, поедая насекомых с их шерсти. Чистота в обмен на бесплатный обед. Идеальный договор. Капибары – крайне стадные животные. В одиночестве они испытывают сильнейший стресс, поэтому их жизнь строится на постоянном общении с сородичами. У них есть целая система звуков, они умеют свистеть, лаять, мурлыкать и даже щелкать, передавая друг другу разные эмоции. Эта привычка быть в компании распространяется и на людей, и на домашних животных. Капибара вполне может подружиться с домашним псом или котом, просто потому что вместе веселее. Главный секрет их обаяния – невозмутимость. Капибара выглядит так, будто она познала все тайны Вселенной, и ей больше некуда спешить. Их пульс замедляется, когда они находятся в воде или когда их чешут. Они практически никогда не вступают в драки, предпочитая просто уйти, если обстановка становится напряженной. Почему нам стоит у них поучиться? В мире, где все несется на огромной скорости, капибара напоминает нам о важности простых вещей – вовремя принять ванну, погреться на солнышке и быть добрым к тем, кто находится рядом, даже если они на тебя совсем не похожи. 34. Принцесса Леонор является принцессой Астурийской и будущей королевой Испании, но может стать правящей королевой, как только взойдет на трон после своего отца, короля Филиппа VI, и станет первой правящей королевой за 150 лет. При этом уже проходит строгую военную и академическую подготовку к этой роли, ломая стереотипы, как первая принцесса-пилот. Леонор проходит 3-летнюю военную подготовку в испанских вооруженных силах, сухопутные войска, флот, авиация и другие академические программы, чтобы подготовиться к будущей роли монарха. 35. В 1915 году в Германии родилась принцесса с синдромом Дауна, что было необычно для той эпохи. Ее не стали скрывать от общества. Принцессу звали Александрина Ирина Прусская. Она была старшей дочерью наследного принца Вильгельма и принцессы Сесилии Мекленбург-Шверинской. В то время людей с особенностями развития часто изолировали от публичной жизни, но ее семья выбрала иной путь – путь открытости, заботы и принятия. Дома ее нежно называли Адини, и она росла в атмосфере искренней любви. Родители настояли на том, чтобы Александрина получила образование, участвовала в семейных делах и присутствовала на официальных мероприятиях. Такая практика была редкой даже для королевских домов начала XX века. В то время как многие аристократические семьи предпочитали скрывать родственников с инвалидностью, Александрина оставалась видимой и уважаемой частью общества. Она прожила рядом с матерью до 1954 года, сохраняя на протяжении всей жизни тесную связь с семьей.
Она скончалась в 1980 году в возрасте 65 лет, оставив после себя не только память о себе, но и пример безусловной семейной любви. 36. В 2012 году 24-летний израильский альпинист Надав бен Ягуда, находившийся в 300 метрах от вершины Эвереста, отказался от мечты покорить высочайшую вершину планеты, чтобы спасти раненого турецкого альпиниста. Бен Ягуда так описал происшедшее. «Я прошел 2 свежих трупа. Трупы были свежие, поскольку это были тела людей на тех же веревках, по которым я поднимался. Понимая, что умирают и не имея сил двигаться, люди не отползали в сторону, а пристегнувшись, так и впадали в кому и умирали. Продолжающие двигаться перешагивали через них. Когда увидел его, узнал. Это был Айдин Ирмак, Турция. Мы познакомились с ним в лагере. Он был без сознания, у него не было перчаток, не было кислорода и кошек. Его шлем был снят. Он ждал конца. Другие альпинисты шли мимо него, не пошевелив и пальцем. Но я понимал, что если я пройду мимо, он умрет наверняка. Я знал, что я должен был хотя бы попытаться его спасти. Я с Айдином начал спуск. Он длился 9 часов. Было очень трудно тащить его на себе, потому что он был тяжелый. Время от времени он приходил в сознание, но потом снова отключался. Когда он приходил в себя, то кричал от боли, и это делало наш спуск еще сложнее. Очень медленно, но мы спускались, однако в какой-то момент моя кислородная маска сломалась. Немного времени спустя нам встретился альпинист из Малайзии, который также находился на последнем издыхании. Стало понятно, что дальше идти стало совсем невозможно. На встреченных альпинистов, идущих вверх, я орал и требовал немного кислорода для 2 раненых. Некоторые отзывались. Они добрались до лагеря, их эвакуировали вертолетом в Катманду и были госпитализированы. Все получили обморожение. Надав бен Ягуда сильно обморозил пальцы, так как был вынужден снимать перчатки во время спасательной операции. Я стоял перед выбором быть самым молодым израильтянином, который поднялся на Эверест, что было бы замечательно для моей карьеры, или попытаться снять альпиниста с горы. Я выбрал второй вариант, и мне удалось это сделать. Спасибо всем, кто помогал мне в подготовке и обучал меня, что дало мне достаточно сил, чтобы спуститься с горы самому и спустить с нее нуждающегося в помощи. 37. Самый громкий звук в истории человечества, который облетел Землю 4 раза. 27 августа 1883 года Земля издала самый громкий звук в истории человечества. Этот звук был настолько громким, что облетел планету 4 раза и повредил барабанные перепонки морякам в 40 милях от его источника. Звук родился на острове Кракатау в Индонезии 27 августа 1883 года в 10:02 минуты утра по местному времени. Извержение вулкана слышали на расстоянии почти 5000 километров, по крайней мере в 50 географических точках. Для того, чтобы представить это в перспективе, если бы источник звука был в Москве, то его слышали бы в Португалии. При скорости звука 1235 км в час шуму требуется примерно 4 часа, чтобы преодолеть это расстояние. В момент взрыва британский корабль «Замок Норем» находился в 40 милях от Кракатау. Капитан корабля написал в своем журнале: «Взрыв оказался настолько сильным, что у более половины команды повредились барабанные перепонки. Последние мои мысли были о дорогой жене. Я был убежден, что настал судный день». Извержение разорвало остров на части, выбросило облако дыма, достигшее 25 километров в высоту, и вызвало смертоносное цунами с волнами высотой более 30 метров, которое, по некоторым оценкам, привело к гибели 36 тысяч человек. Ученые считают, что извержение вулкана Кракатау было самым громким звуком, когда-либо зафиксированным человечеством. 38.
Благодарность от миллиардера. Но, увы, не деньгами. В начале 90-х моему приятелю крупно повезло. Ему удалось устроиться на работу главой одного из первых представительств фирмы «Марс» в России. Это который Snickers, Milky Way, Twix и прочее. Зарплата была не прям очень большая, но она была в долларах, как тогда говорили, в СКВ, свободно конвертируемая валюта. По тем временам это очень ценилось. Меньше чем через год ему сообщили из центрального офиса, что глава фирмы Форест Марс в полном восторге от успехов российского представительства Марса и что он хочет отметить и наградить моего друга как лучшего сотрудника фирмы. Форесту Марсу в то время было за 90, и он руководил фирмой чисто формально, но тем не менее руководил. И вот ему приносят отчет о продажах, и оказывается, что российское представительство Марса увеличило продажи продукции более чем в 100 тысяч раз. Дело в том, что в СССР всякие Марсы и Сникерсы не продавались. Вернее, продавались в продовольственных магазинах сети «Березка» на валюту или чеки внешторгбанка, причем на чеки только серии «Д», которые советским гражданам не выдавались. Ими пользовались только дипломаты и сотрудники иностранных организаций. Для советских людей, даже имеющих чеки других серий, вход в подобные магазины был нежелателен. Еще с 1988 года Марсы и Сникерсы продавались в магазине Duty Free в аэропорту Шереметьево. Ну и сколько их в итоге продавалось? Сотни, ну, может быть, тысячи в год. А в Новой России Сникерсы появились в каждом ларьке. И старенький Форест Марс, не особо вникая в причины такого взрывного роста продаж, приказал наградить гениального менеджера. А незадолго до этого он ввел особую форму поощрения для лучших глав представительств. Вот как это поощрение выражалось. Приятель полетел в Милан первым классом. В миланском аэропорту его встречал водитель на Роллс-Ройсе и отвез его в здоровенный особняк самого Марса в районе Порто-Фино. И началась неделя миллионерской, нет, даже миллиардерской жизни. Изысканная еда, очень многолетние напитки, путешествие на яхте до Монако и обратно, обед в Монте-Карло и посещение, увы, не казино, а океанографического музея. Полет на вертолете до автодромов Монце и поездка в Феррари по трассе с экс-пилотом Формулы-1 за рулем. Посещение Ла Скалы и еще много всего. По поводу эскорт-девочек приятель молчал, но молчал как-то очень многозначительно. Короче, Форест Марс придумал такое необычное поощрение для лучших сотрудников, будучи уже очень пожилым человеком. Старикан был уверен, что таким образом он мотивирует людей стремиться к тому, чтобы тоже стать мультимиллиардерами. Все было бы хорошо, но денег приятелю не давали. Он жил на всем готовом. Ел, пил, ему оплачивали необходимые строго рекомендованные покупки, и на этом все. Ему купили ботинки, плавки, белый спортивный костюм для яхты, шляпу, всякое дорогущее белье и специально для посещения Ла Скалы смокинг. Необходимейшая вещь для повседневной жизни среднего россиянина. Приятель потом давал этот смокинг всем желающим подходящего размера за бутылку коньяку. Я в этом смокинге играл свадьбу. Домой он тоже летел первым классом. Для купленного шматья ему приобрели чемодан Луи Виттон по цене самолета. И вот его рассказ. «Выхожу из аэропорта, как дурак в белой шляпе с этим ослепительно дорогим Луи Виттоном, и иду на автобус, чтобы доехать до метро. Потому что никто не встретить не мог, а такси дорого. Гад он вообще, этот старикан. Лучше бы деньгами дал. Ну, хоть 10% от того, сколько на меня потратил». 39. Помидоры, хранящиеся в холодильнике, уже через несколько часов теряют аромат и вкус. После извлечения из холодильника запах частично возвращается, но не полностью. 40. До XI века врачи практиковали уроскопию, пробовали мочу пациентов, чтобы определить, есть ли у них диабет. Сладкий вкус указывал на наличие болезни. 41. Новорожденный младенец на 75% состоит из воды. Это немного больше, чем в банане, и немного меньше, чем в картофеле.
42. Точно известно, что у Клинта Иствуда не менее 8 детей от 6 женщин. Хотя сам актер отказался назвать число своих отпрысков, некоторые источники утверждают, что их гораздо больше. 43. В некоторых средневековых университетах, таких как Парижский университет, Оксфорд, Карлов университет в Праге, студенты присоединялись к нациям, соответствующим их родине. У каждой нации были свои общежития и увеселительные заведения. 44. Имя для крейсера «Аврора» выбрал лично Николай II из нескольких вариантов, среди которых были Гелиона, Психея, Юнона, Балкан, Боярин, Аскольд, Богатырь, Нептун, Варяг и другие. 45. Лимп Бизкит были последней группой, сыгравшей на вершине башен Всемирного торгового центра 6 сентября 2001 года, за 5 дней до трагических событий. 46. Столетний Уолтер Ортман вошел в Книгу рекордов Гиннесса, проработав в одной компании 84 года и 9 дней. 47. В астрономии линия светораздела, отделяющая освещенную дневную часть космического объекта, например, Земли, от неосвещенной ночной части, называется терминатор. 48. Лохайнский полдень. Тропический солнечный феномен, наблюдаемый на Гавайях, когда Солнце достигает кульминации в зените, проходя прямо над головой, в результате чего уличные объекты перестают отбрасывать тень. 49. В японском сленге существует выражение «кенджа тайму», дословно «время мудреца». Им называют короткий промежуток после пика наслаждения, когда мужчина временно освобождается от влечения, а сознание становится более ясным и способным к по-настоящему взвешенным и разумным мыслям. 50. В Древнем Риме во время похорон по дороге к погребальному костру позади умершего шел Архимим и имитировал жесты и поведение покойного, как будто тот все еще был жив. 51. Термин кунг-фу на самом деле не означает боевое искусство. Он означает любое умение, достигнутое с помощью времени, усилий и дисциплины. Китайские боевые искусства, которые обычно называют кунг-фу, на самом деле правильнее называть ушу. 52. США были одной из 7 стран, проголосовавших в 1998 году против создания Международного уголовного суда, наряду с Китаем, Ираком, Израилем, Ливией, Катаром и Йеменом. 53. В столовых наборах XIX века было 3 солонки для перца, соли и никто точно не знает для чего. 54. Подземная императорская штаб-квартира Мацуширо. Комплекс бункеров, спроектированный на случай вторжения союзных войск в Японию. В него входили помещения для императорского генерального штаба, военной связи, резиденции императорской семьи, храм и дом для девушек с низкой социальной ответственностью. 55. Наука задокументировала множество критериев полового отбора у животных, но о том, что влияет на выбор партнера у людей, до сих пор почти ничего не известно. 56. После того, как оспа была искоренена, последние образцы вируса были сохранены в 2 лабораториях – CDC в Атланте, США, и Центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Кольцово, Россия. 57.
Слово «еврей» происходит от слова «иври» – «заречный», то есть пришедший с той стороны реки Ефрат. 58. Скрипачка Ванесса Мэй – олимпийская горнолыжница. Она принимала участие в соревнованиях по гигантскому слалому на зимних Олимпийских играх 2014 года и заняла последнее место среди 67 участниц. 59. В XIX веке заниматься делом или дельное занятие означало игру в карты на деньги. 60. Беверли-Хиллз, Калифорния, получил свое название в честь города Беверли в штате Массачусетс, который, в свою очередь, был назван в честь английского города Беверли. Само название Беверли происходит от Биврели или Беверлак, что означает «бобровая поляна» или «бобровое озеро». 61. Продав американской фирме .tv десятилетние права на использование домена .tv, государство Тувалу увеличило свой национальный доход в 3 раза. 62. Великобритания лидирует в мире по числу торнадо на единицу площади. Однако они, как правило, гораздо слабее, чем торнадо, возникающие в других странах, например, в США. 63. Жан-Франсуа Пилатер де Розье был первым, кто совершил свободный полет на воздушном шаре в 1783 году, а также первый в истории жертвой авиакатастрофы. В 1785 году его шар разбился во время попытки Розье пересечь Ла-Манш. 64. Первая партия космических шахмат была сыграна 9 июня 1970 года на космическом корабле «Союз-9». Для фиксации фигур магниты использовать было нельзя из-за чувствительности бортового оборудования, поэтому применяли канавки и направляющие. Игра велась против команды с Земли, когда корабль пролетал над территорией СССР. 65. В 2013 году 30-летняя женщина из Новой Зеландии покинула этот мир из-за сердечной аритмии, вызванной ее привычкой выпивать до 10 литров Кока-Колы в день. 66. Юпитеру требуется 12 земных лет, чтобы совершить оборот вокруг Солнца. Земля делает это за 365 дней. 67. В Мудурну, Турция, есть заброшенный город с сотнями одинаковых недостроенных мини-замков. 68. Подводная лодка ВМС США USS Greyback, пропавшая в 1944 году вместе с 80 моряками, оставалась ненайденной 75 лет из-за неверно указанных координат. В 2019 году, после уточнения местоположения, ее обнаружили всего за несколько дней у берегов Окинавы на глубине около 450 метров. 69. В 2017 году китаянка получила возврат денег за свой новый iPhone X после того, как выяснилось, что функция распознавания лица Face ID не видела разницы между ее лицом и лицом коллеги, позволяя последней разблокировать телефон. 70. Жасминовое масло – одно из самых дорогих в мире. 1 килограмм может стоить до $5000, а чтобы его получить, необходимо собрать не менее 5000 бутонов жасмина. 71. Рассказ Айзека Азимова «Эверест», в котором утверждалось, что вершина Эвереста недостижима, и что первому покорителю, чтобы спуститься, придется прыгнуть с парашютом, был написан в апреле 1953 года,
за месяц до того, как Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей достигли высочайшей точки горы. Однако опубликован рассказ был только в декабре, через 7 месяцев после покорения Эвереста. 72. В штате Орегон, США, есть кратерное озеро в жерле потухшего вулкана. Оно не сообщается с другими водоемами. Испарение компенсируется только осадками. Цвет воды в этом озере описывают как более синий, чем сам синий цвет. 73. В 2024 году в Индонезии мужчина был ранен на вечеринке после ожесточенного спора о том, что появилось раньше – курица или яйцо. 74. Енотовидная собака – это собака, а не енот. Ближайшие ее родственники – лисицы. 75. Димитродон – самый ранний известный хищник с зазубренными зубами, живший 298,9–268,8 миллионов лет назад. 76. У бегемотов есть рефлекторный механизм, позволяющий им всплывать, делать вздох и опускаться обратно под воду, не просыпаясь, чтобы они не тонули во время сна. 77. Полиция начала использовать фотографию в своей работе практически сразу после того, как дагеротипия, ранний фотографический процесс, была впервые представлена публике в 1839 году. 78. Статуя свободы – это подарок США от Франции в честь столетия американской независимости. Правда, вовремя построить статую французы не успели и преподнесли свой подарок с 10-летним опозданием. 79. Статическое апноэ. Соревнование по задержке дыхания под водой, при котором спортсмен не должен плыть. Рекорд среди мужчин – 11 минут 54 секунды. Бранко Петрович. Среди женщин – 9 минут 2 секунды. Наталья Молчанова. 80. Когда Маяковский в 1915 году в кабаре «Бродячая собака» прочел со сцены свое стихотворение «Вам», оно произвело на слушателей такой эффект, что, по свидетельству очевидца, получились даже обмороки. 81. 90% людей, пораженных молнией, выживают. 82. От удара молнии в песок или кварц могут образовываться фульгуриты, стеклянные трубки диаметром несколько сантиметров. Самые длинные из них уходят под землю на глубину более 5 метров. Они также могут ветвиться, подобно корням деревьев. 83. Парижский синдром – это состояние, при котором человек сильно разочаровывается, увидев реальный Париж, потому что он не совпадает с ожиданиями. Чаще всего встречается у туристов из Японии. 84. Дисней – единственная крупная киностудия, которая ни разу не получала Оскар за лучший фильм. 85. 30 декабря 2020 года у острова Сен-Бартелеми Леонардо Ди Каприо вместе с друзьями и капитаном арендованной лодки откликнулся на экстренный вызов о мужчине, который упал за борт с яхты Club Med. Они смогли его найти и спасти. К этому времени мужчина провел в воде уже 11 часов. 86. Ученые обнаружили, что дикие африканские слоны называют друг друга по именам с помощью уникальных звуков. Слоны также откликались на эти звуки, когда ученые воспроизводили их запись. 87. В октябре 2013 года подлинные подписные работы Бэнкси
тайно продавались в Центральном парке Нью-Йорка по $60 за штуку, хотя их реальная стоимость превышала $30 тысяч. К концу дня многие из них так и остались непроданными. 88. За всю историю наблюдений в дикой природе ученые нашли всего 3 самки гигантских палочников. 89. Капабланка считал, что шахматная теория со временем достигнет такого уровня, когда любой, овладевший ею в достаточной мере, сможет свести партию в ничью против любого противника. Чтобы избежать ничейной смерти шахмат, он предложил свой вариант игры. На поле были добавлены 2 новые комбинированные фигуры – канцлер и архиепископ, и 2 пешки. 90. Народ Кхаси в Индии формирует живые висячие мосты из корней деревьев. 91. Стивен Спилберг хотел снять фильм о Джеймсе Бонде, но ему отказали. Когда он рассказал об этом Джорджу Лукасу, тот ответил, что у него есть идея, как сделать фильм про Бонда, только еще лучше. Так появился Индиана Джонс. 92. Национальные флаги в штаб-квартире НАТО в Бельгии перемещают на одну позицию вперед каждое воскресенье в полночь с 1951 года, чтобы ни один из них не оставался постоянно последним. 93. Индийские домохозяйки хранят примерно 11% всего мирового золота. Больше, чем резервы США, Швейцарии и Германии вместе взятые. 94. Пчелы могут быть синими. Например, пчела-плотник из Юго-Восточной Азии – неагрессивный вид пчел синего цвета, производящих очень густой мед. 95. В 1982 году мужчина по имени Майкл Феган тайно проник в Букингемский дворец. На протяжении получаса он гулял по королевским покоям и перекусывал чеддером. Посидев на троне и выпив половину бутылки горячительного, он спокойно ушел. 96. Яблоки, которые мы приобретаем в магазинах, были собраны от 6 до 12 месяцев назад. Перед тем, как попасть на прилавки, их хранят в специальных холодильных камерах с низким уровнем кислорода, чтобы сохранить свежий и привлекательный вид. 97. Иногда на Марсе идет снег, но снежинки состоят из углекислого газа, а не из воды, и не падают, а создают эффект тумана. 98. Многогранник ехидноэдр назван так из-за своего сходства с ехидной. 99. Одним из самых крупных млекопитающих на Земле был гигантский носорог парацератерий, достигавший 5-6 метров в высоту и весивший 15-20 тонн. Кстати, рога у него не было. 100. Матери ламы напевают своим детенышам такое пение, которое, будучи особенным и уникальным, помогают малышам находить свою мать в стаде и избегать путаницы. А сейчас я хочу попросить о минуте вашего внимания, касающейся организационных вопросов на нашем канале КИФ. Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Также прошу вас подписаться на наш телеграм-канал, ссылка на него размещена в шапке главной страницы. Из него вы всегда оперативно узнаете о выходе новых видео. И только там мы регулярно публикуем материалы, которые никогда не будут размещены на YouTube из-за жестких правил площадки. Эти 2 пункта очень важны для развития канала, и прошу вас прислушаться к моей просьбе. Обращаю ваше внимание,
что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. В заключении этого видео мы разместим самые интересные, популярные, полезные и остроумные комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику, а также список наших спонсоров. Оставляйте свои комментарии, чтобы попасть в следующий ролик. А теперь продолжаем. 101. Майя написали множество книг, но в Средневековье испанцы сожгли их почти все, борясь с так называемой дьявольской ложью. 102. Обычная садовая клубника не встречается в природе. Она представляет собой гибрид земляники виргинской и земляники чилийской, выведенный в Голландии в XVIII веке. Ее ботаническое название – земляника ананасная. 103. Бабочки фигня мелкая и барабашка мелкая обитают в Китае и Вьетнаме. 104. Из всех видов животных, когда-либо обитавших на Земле, в окаменелости превратились лишь доли процента. Еще меньше число видов, открытых людьми. Большая часть истории нашей планеты навсегда останется неизвестной. 105. Самец золотой рыбки по имени Тиш – самая долгоживущая золотая рыбка в истории. Он прожил 43 года с 1956 по 1999. 106. У домашних животных может быть аллергия на людей. 107. Лицензированным лондонским таксистам разрешается не пользоваться ремнями безопасности. 108. Существуют ночные контактные линзы, которые носят только во сне. Они корректируют форму роговицы, благодаря чему в течение дня можно видеть четко без очков. Этот метод называется ортокератология. 109. Некоторые муравейники существуют веками. 110. В 1900 году в Венесуэле было 6 ледников, но к 2024 году они все исчезли. Таким образом, Венесуэла стала первой страной в Андах, пережившей ледниковый период. 111. В Древнем Египте человек, делавший подготовку тела к бальзамированию, закончив процедуру, немедленно убегал. За ним бежали люди, забрасывающие его камнями, за то, что он нанес телу вред. 112. Мировой рекорд по количеству арестов принадлежит австралийцу Томми Джонсу. К 1988 году его почти 3000 раз арестовывали за пристрастие к горячительному и нарушение общественного порядка. 113. Жена Гэри Кремена, основателя сервиса знакомств Match.com, ушла от него, познакомившись с другим мужчиной на Match.com. 114. В Швейцарии нет единого языка. Жители каждой швейцарской деревни говорят на собственном диалекте. Например, у слова «каждый» имеется более 40 вариантов произношения. 115. Французское название портянок «chaussette russe» переводится как «русский чулок». 116. Томас Эдисон, великий изобретатель и успешный бизнесмен, плохо учился в школе. Причем настолько плохо, что его перевели на домашнее обучение как безнадежного ученика. 117. Британская шпионка Филлис Латур, следившая за нацистами во Франции,
передавала союзникам сообщения при помощи вязания, вывязывая на полотне шифрованные коды. 118. Самые умные собаки в мире – бельгийские малинуа, выяснило исследование с участием 1000 собак разных пород, проходившее с 2016 по 2022 год. 119. Эфиопия была одной из 4 величайших держав в III веке, наряду с Персией, Римом и Китаем. 120. В Северной Корее лагеря для уголовников называются центрами перевоспитания, а лагеря для политических заключенных – центрами сосредоточения. 121. В английском замке Поуис собрано больше артефактов эпохи империи Великих Моголов, государства, существовавшего на территории современной Индии, чем в Национальном музее в Дели и вообще где-либо в Индии. 122. Настоящее имя Нострадамуса – Мишель де Нотр-Дам. На латинский манер – Нострадамус. Его фамилия стала писаться после того, как он получил докторскую степень. 123. Одно из первых индийских слов, вошедших в английский язык, жаргонное слово на хинди, означающее грабеж – лут. 125. Изначально участники группы System of a Down планировали назвать ее Victims of the Down по стихотворению гитариста Дарона Малакяна «Жертвы кризиса». Однако басист Шаво Ададжьян предложил заменить первое слово, чтобы название System of a Down располагалось на полках магазинов ближе к альбомам Slayer, оказавших влияние на коллектив. 125. Платье из тархана, найденное в Египте, старейшее известное женское платье, возрастом более 5000 лет. К сожалению, его нижняя часть не сохранилась, поэтому длину платья определить нельзя. 126. Полярные медведи тоже роют берлоги, только в снегу, причем обычно в них несколько, так сказать, комнат. 127. В Великой пирамиде Гизы есть большая неисследованная пустая область, показало сканирование. 128. В заключении, одним из любимых занятий Аль Капоне была игра на банджо и гитаре в тюремной группе The Rock Islanders. 129. Средняя продолжительность жизни домашней кошки увеличилась с 7 лет в начале 1980-х годов до 15 лет в 2021 году. 130. Стоимость оригинальной копии игры Stadium Events для NES, одной из самых редких видеоигр в мире, может достигать $35 тысяч. 131. Скульптуру Люцифера, установленную в соборе Святого Павла в Льеже в 1843 году, вскоре пришлось убрать из-за критики общественности. Пресса писала, что своей красотой Люцифер отвлекает молоденьких девушек от проповедей. 132. Первый известный письменный мирный договор был заключен между Египтом и Хеттской державой около 1259 года до нашей эры. Он был подписан после битвы при Кадеше и до сих пор сохранился на стене Карнакского храма и на глиняной табличке, обнаруженной в архиве Багаскёй. 133. Французский физик Пьер Бугер открыл закон, описывающий затухание света при прохождении через жидкость во время отпуска, рассматривая горячительное в своем бокале. 134. Мужчина провел 5 месяцев в тюрьме на острове Райкерс
прежде чем, наконец, узнал, что мог бы сразу выйти, внеся залог всего в $2. Он сам не присутствовал на судебных заседаниях, а его адвокат по какой-то причине так и не сообщил ему о сумме залога. 135. Наряду с летоисчислением от Рождества Христова в Северной Корее используется календарь Чучхе, летоисчисление от дня рождения Ким Ир Сена. 136. День независимости от Британской империи отмечается в 48 странах мира. 137. В 1992 году 6 посетителей выставки динозавров в Мемфисе, США, потребовали вернуть им деньги за билеты, обнаружив, что на выставке нет живых динозавров. 138. У человека с поврежденным правым полушарием мозга может развиться склонность к каламбурам, неуместным шуткам и бессмысленным историям в социально неподходящих ситуациях. 139. В маленькой Алабаме родился Чарльз Уилбер, человек, который перевернул мир садоводства. Его имя стало легендой не из-за модного блога или телевизионного шоу, а благодаря выдающимся достижениям в выращивании томатов, которые заставили восхищаться даже самых опытных садоводов. Уилбер установил мировые рекорды по количеству томатов с одного растения и вырастил самое высокое растение томата в истории, более 28 футов в высоту. Каждое его растение было словно живое чудо природы, тянущееся к небу, и казалось, что само солнце благословляет его стремление. Секрет успеха Уилбера был в его внимании к деталям и необычных методах. Это не просто удача погоды или плодородной почвы. За каждым рекордом стоял тщательный уход, инновационные техники и глубокое понимание растений. Его знаменитая система колышек и плетения обеспечивала растениям надежную опору, позволяя им расти до небес. Но не только высота поражала воображение. Одно из его растений дало более 1300 томатов. Каждая ягодка была доказательством мастерства Уилбера, его терпения и заботы. Он верил в органическое земледелие, компост и естественные методы борьбы с вредителями и отказ от химии, и именно это позволяло его растениям процветать так невероятно. Достижения Уилбера вдохновили тысячи садоводов по всему миру. Его методы изучаются, повторяются и совершенствуются, ведь он показал, что с любовью, терпением и смелостью можно расширять границы возможного даже в домашнем саду. 140. Туннель Веспасиана Тита – это массивный коридор, прорезанный в горе, расположенный на территории современного Самандак-Чевлика, Турция. Замечательное сооружение римской инженерной мысли, построенное более 2000 лет назад для отвода паводковых вод, угрожавших гавани Селевкия-Пьерия. Хотя оно и названо в честь императора Тита, строительство было начато во времена правления Веспасиана и завершено при Антонии Пии. Туннель, вырубленный в скале римскими инженерами и рабочими, протянулся на 1,4 километра и хорошо сохранился, демонстрируя изобретательность римлян в области гражданского строительства. 141. Замок Вигалена расположен в средневековом итальянском городке Вигалена на холме высотой примерно 500 метров над уровнем моря, на границе между провинциями Пьяченца и Парма. Строение датируется X веком, хотя первые документальные свидетельства о его существовании относятся к первой половине XII века. Замок защищен двумя стенами, одной средневековой и другой построенной в эпоху Ренессанса. Здесь есть различные подъемные решетки, бойницы, гибеллинские зубцы и следы подъемного моста. Замок почти непрерывно принадлежал семье Скотти с конца XIV века до начала XX века, когда он был продан. Сейчас это Адель.
142. Японский остров с двойным вулканом, где жизнь идет прямо в кратере. Аогасима – это маленький остров-вулкан в Филиппинском море, относящийся к архипелагу Идзу, примерно в 350 километрах южнее Токио. На склонах этого кратера расположена небольшая деревня с населением около 170-200 человек. То есть жизнь буквально кипит прямо внутри кратера вулкана. 143. Трасса «Американские горки». Трехуровневая спиральная дорога в Китае. 30 километров дороги с падением высоты в 350 метров – испытание для самых смелых водителей. 144. Амазонка – это самая полноводная река на планете. Она величественная, опасная, но одновременно и завораживающая. После Нила Амазонка занимает второе место по длине среди рек мира и является одним из ключевых водных маршрутов на Земле. Длина Амазонки составляет 6400 километров. Река начинается сразу от нескольких истоков – Мараньон, Апачет и Укаяли, расположенных в Южной Америке. Амазонка хранит в себе множество тайн и загадок, многие из которых до сих пор остаются неизвестными. В настоящее время именно Амазонка включена в список 7 природных чудес мира. На фотографии запечатлена река Амазонка из космоса. 145. Сделано пчелами. 2006 год. Настоящее время. Долгосрочный проект художника Томаша Либертини, в котором главными соавторами выступают живые пчелиные семьи. Почти 20 лет он создает скульптуры из чистого пчелиного воска, начиная с авторского каркаса из металла или дерева, помещенного внутрь действующего улья. В течение нескольких недель тысячи пчел выстраивают соты прямо на заданной форме, покрывая ее многослойным восковым узором. Роль Либертини – задать рамки и направление. Он проектирует конструкцию, контролирует условия в улье, а иногда добавляет пигменты, невидимые для насекомых. Все остальное – результат кропотливого труда пчел. Так рождается уникальное сплетение человеческого замысла, природной логики и времени. 146. Двулистник Грея – символ природного изящества. Хрупкий и редкий, двулистник Грея словно соткан из самой нежности. Его тонкие лепестки и утонченные формы очаровывают своей простотой и одновременно совершенством. В этом маленьком чуде природы заключено напоминание. Истинная красота рождается в деталях, которые легко не заметить, но невозможно забыть. 147. Если медоед его величество владыка на земле, то венценосный орел его наместник в небе. Облака расступаются, когда пернатый генералиссимус поднимается на крыло. Перед ним падают ниц и птицы и млекопитающие, ведь в гневе своем орел не пощадит никого. Венценосный орел входит в десятку крупнейших представителей семейства ястребиных, и это вроде бы круто, но звучит не прям офигенно, ведь есть аж 9 хищников крупнее его. Только вот венценосный орел, в отличие от них, специализируется на добыче средних размеров. 90% его рациона – обезьяны, антилопы и свиньи. Он не боится нападать на животных в 3-4 раза крупнее себя и выходит из этих схваток победителем. А по некоторым данным, он иногда нападает даже на животных в 8 раз крупнее себя. Ни один другой топовый воздушный хищник такого не может. 148. Растение, которое не умеет жить самостоятельно и воняет как смерть. В засушливых регионах Южной Африки из земли внезапно вылезает нечто похожее на гриб-мутант. Это Хиднора африкана, также известная как шакалья еда. У нее нет ни листьев, ни хлорофилла.
Фотосинтезом она не занимается. Вместо этого она присасывается к корням других растений и ворует у них все питательные вещества. А чтобы размножаться, выпускает цветок с запахом гниющего мяса, чтобы привлечь падальщиков и жуков. Те залетают внутрь, застревают, покрываются пыльцой и спустя время выбираются наружу, уже опыленными. Самое интересное, ее плод съедобен. По вкусу напоминает картошку. Его едят шакалы, дикобразы, кроты, бабуины и даже люди. Запах отвратительный, но мякоть питательная. Когда видишь ее впервые, сложно поверить, что это вообще растение. Но оно реально. И оно не из фильмов ужасов. Оно из природы. 149. В мире насчитывается 63 моря и 5 океанов. Самое чистое море – море Уэддала, омывающее побережье Антарктиды. Самое глубокое море – Филиппинское. Его максимальная глубина составляет 10 265 метров. А Саргассово море занимает наибольшую площадь из всех морей Земли. Кроме того, Саргассово море – единственное, расположенное посреди океана. Самое маленькое по площади море – Белое. Самое теплое море – Красное. В Красное море не впадает ни одной реки. В морской воде содержится такое количество соли, что если ее извлечь, можно было бы покрыть ей всю сушу, причем многометровым в толщину слоем. Морские волны могут достигать высоты в 40 метров. Особенно опасны для судов блуждающие волны. Самое холодное море в мире – Восточно-Сибирское. Самое мелкое море – Азовское. Его глубина нигде не превышает 13,5 метров. Из всех морей именно Средиземное омывает самое большое число государств. На морском дне есть горячие гейзеры, извергающие нагретую до 300-400 градусов Цельсия воду. Но вода не закипает из-за чудовищного давления. Моря и океаны содержат 99% всего жизненного пространства Земли. Жизнь впервые зародилась именно в море. Морской лед, если его растопить, можно пить, он будет только чуть-чуть солоноватым. Моря и океаны покрывают 71% поверхности планеты и содержат 99% ее водных запасов. Самая длинная горная гряда на Земле расположена под водой. Это среднеокеанский кряж, длиной более 50 тысяч километров. Он опоясывает всю планету. В морской воде содержится около 20 миллионов тонн растворенного в ней золота. Средняя температура вод Мирового океана плюс 3,5 градуса Цельсия. 75% крупнейших городов Земли находятся на побережье. 80% населения планеты проживает на расстоянии не более 100 километров от берега моря или океана. Некогда территория, ныне занятая Средиземным морем, была сушей, но затем из-за повышения уровня Мирового океана воды Атлантического океана хлынули сюда через Гибралтарский пролив. Самые крупные постоянно существующие водовороты – Сцилла и Харибда, а также Мальстрём. Северное море и Балтийское не смешиваются из-за разной плотности воды в них. Поверхность Марса изучена лучше, чем океанское дно на Земле. Под Азией существует огромный подземный океан. На морском дне тоже текут реки, они состоят из пластовой воды и не смешиваются с морскими водами. 150. Волчья верность. Что происходит, если зверь теряет свою любовь? Волчий вой в ночи для многих звучит как символ дикости и опасности. Но за этим пронзительным звуком не всегда скрывается охотничий азарт. Часто это голос тоски и одиночества. Волки – одни из немногих животных, что создают крепкие пары на всю жизнь. Для них семья – это смысл существования, и потеря партнера может обрушить даже самого сильного вожака. Так случилось в Йеллоустонском национальном парке.
Когда волков только вернули на их земли после 70-летнего отсутствия, ученые тщательно наблюдали за каждой стаей. Благодаря этим исследованиям стало ясно, у серых хищников отношения куда сложнее и глубже, чем принято думать. Самка 42F, прозванная Золушкой, и самец 21M стали легендой. Их союз создал самую большую из зарегистрированных стай – 37 особей. Несколько лет они правили Йеллоустоуном, но однажды Золушка не вернулась. Стая выла, искала ее, а 21М не замолкал неделю. Позднее рейнджеры нашли ее тело на границе с чужой территорией. Золушка погибла. Через полгода исчез и ее партнер. Его останки нашли там, где пара проводила каждое лето. Эта история легла в основу книг и научных статей, а вместе с ней появился и важный вопрос: способны ли волки любить так же, как люди? Могут ли они страдать от потери и даже умирать от тоски? Правда о волчьей стае. Долгое время бытовал миф об альфах и омегах. На деле же стая — это просто семья, где родители заботятся о детях разных возрастов. Альфами можно назвать лишь отца и мать, но это не суровые тираны, а любящие защитники, которые учат потомство выживанию. Когда молодым волкам исполняется 2-3 года, они выбирают остаться с семьей или отправиться искать собственную судьбу. Примерно треть остается навсегда. Но тогда они никогда не заведут свое потомство. Те же, кто решается на риск, уходят в одиночное путешествие. Многие погибают, но выжившие однажды встречают свою половинку. Это не любовь с первого взгляда, а испытание делом, охота, защита территории, борьба с врагами. Половина пар распадаются уже к следующему году, но те, кто остается вместе, создают крепкую стаю и связи, выдерживающие любые испытания. Именно эта преданность, по мнению ученых, и стала основой для одомашнивания собак. Потеря, которую трудно пережить. Когда волк теряет спутника, последствия могут быть катастрофическими. У собак это выражается в депрессии, физиологических изменениях, потере аппетита и иммунитета. У волков, лишенных психолога и таблеток, это заканчивается апатией и гибелью. Так было с парой Бетти и Стони из канадского парка Баиф. 8 лет они вели стаю из 18 волков. Но однажды Бетти нашли мертвой. Причина – ослабленный иммунитет. Стони не смог смириться с потерей. Всего через 2 недели он умер рядом с местом, где нашли подругу. Внешне абсолютно здоровый, он погиб от того, что называют разбитым сердцем. На этом я бы хотел закончить это видео со 150 удивительными фактами, под которые легко уснуть. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца, предлагаю узнать бонусный факт. Найденный в 2007 году ископаемый экземпляр рукокрылых вида Оникитерис финнии, живший 30 миллионов лет назад, имел развитые задние конечности, в отличие от современных собратьев. Вот такими у нас получились 150 удивительных фактов, под которые легко уснуть. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, предлагайте темы, которые вы хотели бы услышать в новых видео. Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех зрителей, поддержавших наш канал материально в это непростое время. Их имена вы можете увидеть на экране вашего устройства прямо сейчас и в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории и Факты, поставить лайк, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать любым удобным способом.
Ваши комментарии, лайки и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.